Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Что ждет до конца года? Давайте с вами узнаем события, неожиданности до конца 2025. Что произойдет? Что будет именно неожиданно? В целом, к чему приготовиться? Давайте с вами узнаем. И первые три карты мы достанем на колоде Таро Иллюминатов. Очень давно у меня эта колода, но крайне редко делаю прогнозы, как знаки судьбы. Именно три важных карты, три важных события или ключевых события, а может быть и поворотных события. Вот такой период жизни у нас за счет ретро-урана. И должна сказать, по планетарным транзитам для вас доброе время, мои дорогие. Но поворотные события как раз и могут быть, потому что либо как предпосылки складываются, да, это в обстоятельствах, которые вас окружают, но тут же и ваша тоже деятельность интеллектуальная в первую очередь, когда вы сами можете что-то передумать или что-то вы захотите переделать. Итак, три важных события, три знака судьбы. Что же там случится или что будет происходить? И дополним другой колодой, второй ведьмочек. Что вас удивит, мои дорогие? Или кто вас удивит? Вот на предмет неожиданности или какого-то поворотного события, которое может для вас быть своеобразной перезагрузкой. Итак, кто или что удивит? Продолжаем тему «Кто или что появится неожиданно?» И к чему это все идет? По основным сферам жизни что ждет? Сфера любви, личной жизни и в целом взаимоотношения. Что ждет в сфере финансов, мои дорогие? И по вашим достижениям, что ждет или чего ждать, так тоже бывает. Это у кого-то учеба, у кого-то работа, важные контакты, контракты, документы, встречи. Ну, давайте будем узнавать первый знак судьбы. Ну, знаете, хочется сказать, тут как борьба, да, ну, не буквально борьба, а когда мы противостоим финансовым сложностям, раз, и, возможно, когда вы понимаете, что, ну да, решают все люди, приходится договариваться. От того, как вы сумеете договориться, вы сумеете избежать отчасти финансовых проблем. Или когда где-то вы понимаете, что, ну вот буквально, да, на работе, к примеру, ситуация, вы имеете одно мнение на рабочий, допустим, процесс, а тем не менее обстановка какая-то складывается иная. Либо мнение наше неинтересно, либо, а я должна сказать, этот период люди могут вести себя, ну, на наш взгляд, несколько странно, почему это происходит, а вот именно тоже ретро-уран. Нас ведь окружают разного рода люди. И знаете, в центре вопросы нашего благополучия, поэтому какие бы вы контакты ни строили, где-то примите в расчет, что у человека дома что-то может не стыковаться, а если человек занимает должность, какой-то пост, тем не менее, будет накладывать отпечаток на все его общение, понимаете? Поэтому тут эмоционально лучше быть в какой-то нейтральной позиции. Нам тогда удастся где-то избежать, может быть, и финансовых проблем. Хотя где-то подобную ситуацию, мои дорогие, это можно применить к семье. Вы хотите, к примеру, что-то осуществить. Или как-то видите по-своему траты, а ваши домочадцы могут видеть по-другому. Хотя эта ситуация, может быть, пятерка пентаклей, всегда недостаток, связанная именно с тем, что вы будете искать дополнительный источник дохода. Или в зависимости от ваших планов. Иногда такое бывает, как побудительный мотив. Все же мы смотрим как знаки судьбы, подсказка. Именно недостаток вас к чему-то побуждает. И я так больше вижу. Недостаток финансовый. И это не говорит о том, что денег не хватает, хотя у кого-то и так. Но, может быть, вот тот уровень у достатка, который есть на сегодняшний момент, никак не вписывается с тем, что вы хотите осуществить. Чего это касается? И у кого-то будет начало обучения. Но тут нет, тут какие-то итоги больше. Но это итоги тоже перезагрузка. Всегда тройка мечей, мы говорим, израненное сердце. Но нужно помнить, важно помнить,
что любая тройка – это карта будущего. И кто-то из вас спросит: и что это у меня, опять какое-то разочарование? Нет, мои дорогие, вот сейчас как бы тройка нам показывает не карта будущего, но где вы находитесь именно сейчас. Вот отправная точка. Так вот, эта карта здорового равнодушия. Это прежде было израненное сердце. Но разочарование или разочарование в человеке, у кого-то в работе, у кого-то финансы. Вот тут разная совершенно палитра может быть. Это вот была какая-то тягостная ситуация прежде, это не теперь. И, может быть, вы постепенно как поднимаетесь с колен. Но это сделать не так просто, мои дорогие. Есть какая-то тема, которая вас точно не устраивает. И, конечно, тройка мечей иногда говорит о том, что мы могли на кого-то рассчитывать, а в итоге человек как-то увильнул, поступил некрасиво. Или мы столкнулись буквально в личной жизни с каким-то предательством. Мы столкнулись с какой-то ситуацией, может быть, родственники, близкие друзья. И для нас это было совершенно неожиданно, потому что, ну, мы были в чем-то уверены или в ком-то. Вот теперь как прозрение, мои дорогие, наступает. Ну, а каким это образом влияет на вас сейчас? Давайте достанем карту. Принц жезлов. Но это правда выздоровление. Это уже, знаете, первые шаги. Хотя эта карта иногда говорит о том, что мы получаем какую-то новость. Или к нам приезжает человек. Может быть, не буквально приезжает, может быть, звонит или отправляет какое-то... Мы получаем, да, смс-сообщение или в мессенджерах. Ведь это карта неожиданностей. Будь готов к неожиданностям. Вот нам буквально так говорят. Может быть, где-то подсказка вам говорит о том, что не трать деньги, они тебе еще пригодятся. И с другой стороны, не пытайся какую-то прежнюю историю попробовать еще как будто раз. Войти в реку дважды, да, вот есть такое выражение. Потому что, знаете, тут все-таки замечтаться или понадеяться, к примеру, даже по отношениям. А у нас сейчас с вами такой период, когда могут возвращаться люди даже из прошлого. Или мы получаем какие-то сведения. И карта тогда будет говорить, если прежде были в отношениях проблемы, вряд ли там проблема исчезла куда-то сама по себе. Она в человеке, в другом, явно. Вот тут не смогли договориться. Глубочайшее разочарование. Может быть, душевная боль. Но теперь это, знаете, правда, здоровое равнодушие нам помогает беспристрастно оценить как и людей, так и обстановку вокруг, с чем бы это было не было связано. Но у вас на кону уже, знаете, как быстрая смена событий. И здесь, может быть, поэтому карты нас предупреждают, у тебя был какой-то опыт. Может быть, это кто-то, ну вот даже банально, вложил деньги, а получилось какое-то финансовое фиаско. Или вы кому-то помогали, может быть, и близким все же, потому что по тройке мечей это, ну вот как Херон в Овне, мои дорогие. Я оставлю ссылки в описании под видео, не буду уже так подробно останавливаться на моем сайте. Именно Херон в Овне и планетарные транзиты до конца года. Перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок у вас будет больше. Так вот, Херон в Овне – это символ израненного целителя. У вас приблизительно то же самое выпадает. Вот есть какая-то замшелая ситуация, старая ситуация, повторяющийся сценарий. Именно об этом нам говорит Херон в Овне. Что ты мог кому-то помогать, а тут помни, кому помогаешь. Но не всегда наши благородные чаяния будут продолжаться, когда они перекладываются на кого-то из людей других. То есть то, что думаем мы, тебе не гарантирует, что точно так же думает человек. Вот вам нужно быть в этом как-то очень осторожным. То, что вам до боли известно, мои дорогие, как будто снова всплывает на поверхность и совершенно неожиданно. Поэтому не повторить какую-то ошибку. Но вот такой сложный знак судьбы, но, может быть, не для всех. Все же мы все разные, хоть и объединяет знак зодиака, но судьба у каждого своя. Кому-то, значит, это такая серьезная подсказка. Второй знак судьбы. Я уже обмолвилась, вы будете, допустим, кто-то из вас для того, чтобы быть более ресурсным, или вы чувствуете, вот, а такое может быть, как вот-вот, знаете, что-то будет меняться. Может быть, это словно вы, кто-то, опять же,
как грозу. Знаете, это как грозовое облако, которое вот-вот разразится дождем крупным. Вот кто-то может это ощущать. И не переложишь пока на какую-то конкретику. У нас, наверное, сложность периода в том и заключается, что что-то не входит в наши рамки понимания. Как мы говорим, ни в какие ворота не лезет, да, но вот что-то подобное. И тут и аналитикой не просчитаешь что-то, а вот интуиция будет давать правильные подсказки. Слушайте себя. Тут, в принципе, на обучение, на построение карьеры, на развитие своего творчества, может быть, у кого-то изучение языков, мои дорогие, у кого-то язык программирования. Это всегда по тройке пентаклей, опять же, тройка, карта будущего. Но мы говорим, она отображает тот момент, где мы сейчас находимся. Это карта экзамена. У кого-то жизненный экзамен со всем тем, что я сказала. А у кого-то из вас, ну, может быть, буквально вам нужно получить какую-то важную бумагу, документ, что-то согласовать, подписать. И это тоже важная веха, потому что как новая точка отсчета. Вот поэтому переложите. Вот вы уже как будто одной ногой в будущем, да? Вы уже что-то планируете. И вы выходите или уже где-то завершили то, что вам знакомо буквально до боли. Но это, оно все равно в том виде, в котором сейчас есть, оно так не будет продолжаться. Нам нужно перенести в каком-то КПД именно то, что может быть прогрессом продолжено, а не повторено и снова к какому-то разочарованию. Вот вам на будущий период. Финансы все-таки следует сохранять. Видимо, деньги все же один из способов взаимодействия с миром. И карты недвусмысленно. Все три позиции, мои дорогие стрельцы, говорят, что деньги для вас могут помочь, допустим, оказаться в нужном месте. Если вам будет необходимо совершить какую-то поездку или для кого-то переезд. Вот, кстати, по принцу жезлов такое бывает. И это карта скорости. Вот вам нужно как будто какую-то либо идею ухватить, или вы слышите новость и понимаете, она где-то резонирует с тем, что вы хотите осуществить. Дополните новыми знаниями буквально то, что вы услышали даже случайно. Потому как может пазл сложиться. И опять же, нет еще логической цепочки последовательности, а вот интуиция может вам давать правильную подсказку. Разузнай-ка ты этот вопрос, не оставь без внимания и не отложи на потом, потому что по принцу жезлов лучше на потом не откладывать. Тут какой-то именно поворотный момент, он и может, судьбоносный момент, где-то и в ваших мыслях или даже в случайно услышанной информации. И здесь идет такая параллель между тем, что сохранять, и то, что будет продолжено. Что или кто вас удивит? Шестерка жезлов. Победа, мои дорогие. Есть победа в каком-то вопросе. Но вот все то, что я описывала, может быть, знаете, когда вы более аккуратны, осторожны. Вот тут осторожность не помешает, где-то принц жезлов тоже об этом говорит. Потому что будьте готовы, если мы сказали, к неожиданностям. Но вот кто или что удивит? Вам могут либо что-то предложить, именно исходя из ваших ресурсов, потому что, ну, может быть, вы будете как замечены, да, или ваша экспертность по работе. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Может быть, это будет связано с тем, что кто-то хочет сменить работу, уйти вот от этих разочарований. Может быть, вам даже придется для новой работы пройти опять же курсы или какой-то период обучения. Или кто-то решит вообще сменить род деятельности. И вы знаете, но до конца года вы можете прочувствовать, что вы на правильном пути. Вот это точно. И вас это удивит. Вас, по сути дела, удивляет собственная победа в чем-то. А карта нам говорит, ты все сохраняй. Что или кто появится неожиданно. А ведь правда, хорошее настроение, какая-то возможность. Его величество случай. Здесь может быть связано и с человеком, который вас вдохновляет. Для людей семейных иногда это дети проходят. Пажи это как вестники, но также и дети. Может быть и взрослые. Ну, удивит, может быть, ваш ребенок, да, пусть даже он взрослый и своих детей имеет. Но, в принципе, удивит добрая весть или появится неожиданно какая-то новая приятная возможность. Я об этом говорила
Все предыдущее время по 3 картам знаком судьбы. Потом получается победа, но именно вот взаимосвязь. Тут ухватиться за какой-то момент, за какую-то возможность. И сделать это как-то очень красиво, элегантно, не допуская себе каких-то минусов, мои дорогие. Ну и чтобы не было конфронтации. К чему это все идет? Да это прям как по судьбе. Я, конечно, могу сказать, что кто-то может помириться, но в основе будет лежать откровенность, понимаете? Если мы закопали какую-то проблему, я говорила об этом, тогда, с учетом тройки пентаклей и карты Иерофант, вот этот экзамен жизни мы как будто не сдали. Нам его могут повторить. Но, тем не менее, судьбоносность периода явно присутствует. Вы какие-то важные решения будете принимать, как и по части жизни собственной и конкретно финансовой стратегии и тактики. Но по Иерофанту тут стабилизация идет. Может быть, это к вам будут обращаться, и где-то ваша сила, если, допустим, мои дорогие стрельцы, кто-то к вам за советом обращается. Это рост вашей популярности может означать. Вы сами, тут ведь Иерофант, мы всегда и учимся сами, и как будто обучаем тому, что мы знаем, чего умеем, мы обучаем других. Вот через взаимодействие с людьми для вас открывает, как судьба, новые горизонты. С чем это связано? Хочется достать еще одну карту. Дорога. Карта заслуженного успеха. Прогресс сам по себе. И, кстати, да, вот эта карта шестерка мечей, ну, это в этой колоде нам буквально на метле летят, да, а чаще в классических колодах Таро человек отплывает на лодке от безжизненного берега, от какой-то выжженной пустыни. Это как раз символ вот этих двух карт, тройка мечей и пятерка пентаклей, недостаток. Когда уже на прежнем месте мы ничего не построим. Может быть, это работа. У кого-то буквально перемещение, релокация офиса. Ваша задумка о том, чтобы путешествовать, и кто-то будет искать новые ресурсы в самом себе, что-то изучать, чтобы иметь возможность работать из любой точки мира. Правда, тут работа, достижение. У вас что-то получится, как минимум согласовать. Или у вас получится сделать вот этот шаг в будущее. Это потребует от вас мужества. Мужество. И вот, как я говорила, будь готов к неожиданностям. Где-то по шестерке мечей ведь это тоже проходит, потому что мы не знаем, что мы еще увидим. Карта говорит, дорогу осилит идущий. Но если хватает мужества, идти вперед. Причем аккуратно идти, выверяя каждый шаг. Потому что вот какой-то прежний наш метод явно не будет срабатывать. Нам придется себя шаг за шагом корректировать, самих себя. И это, кстати, не всегда просто. Но если мы к этому готовы, то успех будет абсолютно точно. Вот как по Иерофанту, как по судьбе. Дорога к успеху, по сути дела. Но начинается она вот какой-то или переосмысление с первого шага, наверное, да? Как известные слова, тысяча ли начинается с первого шага. Вот что-то подобное. Ладно, да, что ждет в жизни личной? Ну, явно, если даже какие-то планы вы задумали, вы как будто не один. И жизнь личная, тут у нас вообще, в принципе, может по этой карте проходить даже финансовые какие-то вопросы, когда вам тоже помогают. Хотя я не исключаю, что и вы помогаете. Но десятка кубков здесь по максимуму. И если мы до конца года, это у тех, кто в паре, у кого сейчас все хорошо, ну, наверное, еще лучше. Но это, конечно, карта взаимопонимания, радости, новых возможностей, тем не менее, какого-то базиса, да, уверенности, добрых вестей, может быть, действительно от ваших детей. Для тех, кто в ссоре, да, в паре, может быть, ну, не поняли друг друга. Значит, тут будет возможность, знаете как, не только помириться, а какой-то еще и общий проект задумать, и он вас тоже объединит. Мы иногда даже в семье забываем, что мы когда-то любили друг друга. И когда-то была и любовь, страстная любовь, бабочки в животе, была романтика, мечты. А потом мы превращаемся в маму и папу, мужа и жену. Ну, такая рутина нас засасывает, это неизбежно. Но вот здесь как будто, знаете, стать другом, друзьями.
Не просто какая-то любовная история, а чтобы это еще опиралось на взаимную поддержку и взаимное понимание. Шикарная карта. По крайней мере, все зависит от вашего желания. А вот на деньги будьте аккуратны. Снова, карта жрица. Это та, которая, конечно, все знает. Здесь может быть, как тайна какая-то откроется, все же тайны проходят по этому старшему аркану. Но карта недвусмысленно говорит: береги себя. Как минимум заначка, так и хочется сказать, у вас должна быть, мои дорогие стрельцы, и зачем-то она вам явно понадобится. Мы с вами с самого начала видео где-то материальную тему затрагивали, и вот теперь карта дополняет, и ведь вы чего-то наперед еще пока не видите. То есть вам придется пройти какую-то траекторию, и явно тут по деньгам вы скажете себе спасибо, если какая-то энная сумма будет в этой заначке. Вот если мы так конкретно переложим, да. Поэтому где-то карта говорит, ведь это карта независимого человека у вас на финансы. Финансовая независимость для вас очень много значит. И, может быть, кто-то из вас уже это понимает. Для решения ваших задумок, для осуществления мечты, для поездки или какого-то переезда даже более глобального. Для вас и необходима как раз вот эта финансовая стабильность и независимость. Но точно так же это верховная жрица, прообраз Ля Папесса карты, да? Мы умеем хранить молчание. Мы храним наши планы в тайне, мои дорогие. Мы вообще, в принципе, умеем хранить тайны и не афишируем того, что мы собираемся делать ни в ближайшее время, ни в последующее. Вот каким-то образом такое самосохранение вам идет на пользу. Может быть, просто потому, что даже, к примеру, для кого-то из вас, ну, вас, может быть, даже и со стороны близких или какая-то еще ситуация, вам могут предложить в чем-то проучаствовать или вложить деньги. Вот тут я не могу сказать. А тем более у нас ретро-уран. Тут не время во что-то вкладывать или буквально, ну, делать какие-то крупные приобретения, такие глобальные. Мы опять же чего-то не видим. Но рассматривать варианты или договариваться так, чтобы с какой-то отсрочкой не говорить: мы ведь не выносим вердикты, мы и никому ничего не обещаем. Ну а где-то так красиво в тень уходим. Можно ограничиться словом «возможно» или фразой «я подумаю», или «я должна просчитать что-то», «я должна этот вариант еще тоже как-то обмыслить», да. Но сказать, что мы выкладываем деньги и говорим: возьми. Нет, мы в чем-то явно тут не участвуем. Но деньги-то ведь есть, я это вижу, да? Но посмотрите, сохраняй. И у каждого, понятно, свой эквивалент. Значит, сохранять все то, что мы имеем. Да, деньги есть. И деньги какое-то время еще у вас будут. Ну, по крайней мере, наш расклад об этом говорит. Девятка пентаклей– это уже на сегодняшний день финансовый достаток. Вот карта финансового благополучия. Но где-то карта на достижение будет точно так же говорить, может быть, и ты на каком-то проекте успокоишься и скажешь: ну вот все, теперь можно как бы расслабиться. А карта девятка говорит, что ты на пороге перемен, ты еще чего-то не видишь. Поэтому где-то сохраняй, вторит всему тому, что я сказала. Может быть, даже какая-то сумма, буквально денег, вам помогает осуществить какой-то проект. Или оказаться в нужное время в нужном месте. Но если мы говорим до конца года, да, как бы финансовая безопасность или наличие, да, тут как раз для вас может, как и получение денег, прийти, да, к примеру, если долгое время ваши деньги, гонорар как, или заработанные задерживались, вот здесь вы их получаете. Или проделанная какая-то работа вами была, но если идут какие-то платежи, да, ну вот они еще до конца года будут поступать. Но ведь нас все карты именно на будущее, мои дорогие, переключают. Поэтому тут вам нужно не просто до конца года видеть, а уже строить планы на будущее. И это не абстракция. Причем планов этих как минимум 3. План А, план Б, план С. Потому что вы еще не видите, как что будет меняться. И, возможно, начнете с плана А потом пойдете Б и С, отметая то, что не работает.
но в данном случае финансовая стабильность вам будет помогать. Вообще очень добрые карты. Но вы люди открытые, мои дорогие стрельцы, вы люди солнечные, но немножко в других энергиях. Вам предлагают карты быть до конца года. Более продуманным, что ли. Как-то так. Перекладывайте на себя. А я благодарю за ваши искренние комментарии, за вашу поддержку и помощь, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.